Майнкрафт хардкор умер. С этим, к сожалению, ничего нельзя сделать, ведь ниша давно погибла из-за однотипных видео. Вот скажите, когда вам реально было интересно смотреть за выживанием в Майнкрафт хардкор? Ответ я нашел в этом видео и сейчас его вам расскажу. Подписывайся на мой канал, ну а мы начнем создание этого режима. Впервые в Майнкрафте он появился в версии бета 1.9 в ноябре 2011 года. В одном из интервью Ночь признался, что хотел создать новый уровень испытаний для игроков, предложив опыт, где каждая ошибка имела бы необратимые последствия. Именно так родился режим, где после первой же смерти персонажа мир полностью удалялся, лишая возможности восстановления прогресса. Эта радикальная мера должна была усилить чувство ответственности и осознание ценности каждого шага в игре. Небольшой спойлер, но ключевые слова должна была. Понимаешь, тут произошла такая проблемка, что игрокам порой дорог мир, ведь в нем куча разных воспоминаний, да и не хотелось, чтобы большое количество времени ушло в никуда. Поэтому некоторые игроки хитрили и переключали режим с наблюдателя на выживание. Однако этот баг был устранен разработчиками в последующих обновлениях. Теперь, если игрок умирает в режиме хардкор, мир остается заблокированным, и единственный выход — начать новую игру. Но другой тип игроков под привилегиями — ютуберы, и то смогли придумать способ, как выкрутиться. Ведь им важен контент, а смерть в начале видео как-то не круто. Поэтому они скачивали текстурпак или мод, чтобы обычные сердечки превратились в хардкорные. Факт того, что это делали, понимают все. В итоге смерть была не страшна. Как ты можешь заметить, хоть мы с тобой прошли относительно небольшой промежуток времени, но уже дела как будто бы стали идти не очень хорошо. Хотя один формат все-таки вернул славу этому режиму — название 100 дней хардкора. Первый известный ютубер, начавший выпускать подобный контент, принадлежит ютуберу Эфтослаб. Надеюсь, ник правильно прочитал. Так вот, еще в 2013 году он запустил серию 100 дней хардкора. Благодаря нему и этот формат и получил свою популярность. Те, кто его снимали, получали все: деньги, тачки, админки, просмотры. Обычно ютуберы выживали в хардкорном режиме, примерно месяц, иногда полгода, но ютубер под ником Филза смог прожить в хардкорном режиме целых 5 лет. Роковой день случился 25 апреля. Его убил зомби-ребенок в полной золотой броне и паук. No! Really? Думаете, эта история с плохим концом? Частично. Хоть Филза и погиб в том мире, но он до сих пор играет в хардкор. В дальнейшем в этой нише стали появляться моды, которые усложняли игру, но усложнение значит большой риск смерти, а риск значит большие просмотры. Поэтому, как было сказано ранее, некоторые блогеры стали устанавливать текстурпаки на фальшивые хардкорные сердечки. Из-за этого контент становился менее разнообразным, ведь зритель понимал, в этом видео ютубер не умрет. Душевность и честность стала теряться, но вдруг появился он. Дрим определенно является легендой Майнкрафта. Опустим момент, что он запорол голосование в 2020 году, это уже не важно. Чтобы вы понимали, насколько Дрим был крут, он единственный ютубер, который получил вот эту награду, ведь он был топ-1 ютубер по Майнкрафту. А популярным он стал благодаря новой нише — спидраны. Конечно, в его видео не было хардкорных сердечек, но при этом у Дрима была всего одна жизнь, поэтому спидраны в принципе можно отнести к хардкору. Угадайте, что же происходит в СНГ? Правильно, блогеры берут и копируют видео, почти что не изменяя их, то есть там буквально слово в слово сказано. 100 дней, спидраны, да про них снял почти каждый ютубер. Конечно, это хорошо, что и у нас стали появляться подобные видео, но когда ты видишь вот это видео и второе видео, но потом понимаешь, что второе видео вышло гораздо раньше, да это просто абсурд. И что же мы имеем? Ролики про хардкор стали скучными, хоть и блогеры пытаются добавить разные моды, но сильно ситуация не поменялась. Конечно, видео такого формата до сих пор набирают большие просмотры, но, как мне кажется, такие видео просто ставят на фон. Сейчас мы перешли к той точке, ради которой я рассказал о важных событиях, которые произошли за большое количество времени. Майнкрафт хардкор умер, но не из-за скуки, а из-за блогеров. Видео потеряли самое главное, а именно душевность. Без нее смотреть видео неинтересно. Ютуберы пытаются заинтересовать зрителей новыми модами, они все масштабнее и масштабнее, но это уже не цепляет.
Лучший вариант будет, если люди начнут снимать, возможно, не грандиозные видео, но по крайней мере душевные, чтобы любой человек мог после тяжелого дня прийти и расслабиться, смотря ваше видео. И только при таком раскладе карт на ютубе продолжат выходить интересные видео на тему хардкора. Но важно сказать, что в этой ситуации не только ютуберы и стримеры виноваты. Разработчики в Mojang тоже причастны к смерти хардкора. Этот режим последний раз обновлялся в версии 1.9. Сейчас на минутку уже выходит весенний дроп 2026 года. С каждым обновлением Minecraft Hardcore становится все менее хардкорным. Уже сейчас можно за 2 минуты создать медную броню и как минимум продлить свое выживание. Да и новые биомы, структуры можно спокойно пропустить. К примеру, Бледный сад опасен только ночью, а в храм испытаний можно и не спускаться. Проблема Mojang заключается в том, что и не пытаются сделать режим хардкор сложнее. Наверняка вы скажете, мобы в мире становятся сильнее и наносят больше урона. Но от этого буквально защищают две вещи: щит и кровать. Сейчас Mojang могут сделать несколько вещей. Сделать хардкор настраиваемым, как допустим с типом мира. Если Mojang это сделают, то это чем-то будет напоминать Minecraft, но второй вариант, если они начнут делать Minecraft хардкор сложнее, добавляя мобов, структур, которые нельзя просто обойти. Этот вариант тоже хороший, но если две эти идеи совместить, то хардкор станет идеальным режимом, в котором ты полностью будешь влиять на то, когда ты допустишь свою последнюю ошибку. Ведь по словам разработчиков, игрок — это центр вселенной Майнкрафта, его решения определяют, каким станет окружающий мир. Вот такой получился ролик. Если тебе понравился, подпишись на мой ТГК и на этот канал. Спасибо. Как говорится, еще увидимся. Всем пока.